На протяжении истории просветленные существа, такие как Будда, Иисус и другие духовные мастера, выбирали реинкарнироваться. В отличие от обычных душ, они возвращаются не из кармической необходимости, а чтобы возвысить человечество. Эти существа, часто называемые бодхисаттвами или аватарами, служат напоминанием о потенциале души к освобождению. Герметические учения описывают этих существ как воплощающих высшие принципы мудрости, любви и силы, действующих как мосты между физическими и духовными сферами. Они предлагают руководство, вдохновение и поддержку тем, кто все еще проходит через цикл реинкарнации. Наблюдая и учась у этих просветленных существ, души могут найти как поддержку, так и дорожную карту для своего собственного пути к освобождению. Представьте, что каждое испытание, каждая победа и каждый человек, которого вы любили или потеряли, не были случайными. Вы сами выбрали все это до начала своей жизни, свою семью, родственную душу и даже трудности, с которыми сталкиваетесь сейчас. Цикл реинкарнации, или колесо жизни, описывается во многих духовных и герметических учениях. Это путешествие души через множество жизней, где каждое воплощение приносит возможность для роста и обучения, а также для разрешения кармических уроков. Многие традиции, такие как герметизм, индуизм, буддизм и мистическое христианство, подчеркивают важность свободы воли, которая уравновешивается кармой. В этих учениях душа рассматривается как бессмертная сущность, которая проходит через разные воплощения. Карма понимается как закон причинно-следственной связи, где каждое действие влияет на будущее. Реинкарнация означает, что душа перевоплощается в новые тела для обучения и роста. Все эти древние знания действительно говорят об одних и тех же основополагающих концепциях, хотя каждая традиция имеет свои уникальные подходы. Карма связывает душу с конкретными уроками, позволяя ей следовать своим духовным целям. Физический мир, рассматриваемый как двойственный, дает душе шанс расти и развивать свою божественную природу. В этом мире душа испытывает двойственность или полярность. Радость, страдание, добро-зло, свет-тьму и постепенно преодолевает иллюзии материального существования. Свобода воли и карма – ключевые аспекты путешествия души. Герметическая философия утверждает, что душа является сотворцом своей реальности, формируемой кармическими последствиями из прошлых жизней. Карма обучает, а не наказывает, позволяя душе осознать последствия своих действий для роста и баланса. Выбор воплощения – это совместный процесс, в который вовлечены душа, духовные наставники и космический разум. В промежутках между жизнями душа пересматривает свои действия, оценивает прогресс и ставит новые цели. Наставники предлагают мудрость, но окончательное решение принимает сама душа, отражая идеалы ответственности и суверенитета. Перед тем, как сделать свой первый вдох, ваша душа находилась в пространстве вне времени и формы, где принимаются важные решения, заключаются контракты и устанавливаются судьбы. Представьте, что вы стоите перед советом древних наставников, которые рассматривают все возможные пути вашей жизни. Вы не просто выбрали жизнь, вы выбрали свои испытания, свои самые глубокие отношения любви и даже тех, кто мог вас ранить. Потому что каждый опыт в этой жизни научит вашу душу чему-то уникальному. Однако ваша душа не действовала одна. Существуют кармические связи и древние контракты, связывающие вас с другими. Даже ваша родственная душа не была случайной встречей. Вероятно, они проходили этот путь вместе с вами в бесчисленных жизнях, играя разные роли, прежде чем войти в физический мир. Хотя это может казаться игрой высших сил, важно помнить, что мы также играем активную роль в своей жизни и карме.
Это взаимодействие между высшими силами и нашей свободой выбора делает наш путь уникальным и значимым. Возможно, это может создать впечатление, что все предрешено, и мы не в состоянии влиять на свою жизнь. Однако это не так, и вы можете убедиться в этом сами. Когда мы ощущаем единение со всем миром и принимаем реальность такой, какая она есть, мы естественным образом погружаемся в расслабляющее и приятное состояние. Это доверие и движение в потоке, которое приносит удовлетворение от жизни. В такой ситуации вы ощущаете благодарность, которая возникает сама по себе без каких-либо усилий. Это состояние не является одноразовой практикой, а становится постоянной частью вашей жизни, отражаясь в каждом ее аспекте. И Вселенная возвращает вам. Это процесс обмена. Душа существует в состоянии чистого сознания, глубоко связанного с источником творения, который называют божественным Богом или универсальным разумом. В этом безвременном состоянии единства душа не испытывает разделения, ограничений или двойственности. Однако даже в этом блаженном состоянии душа чувствует врожденное желание расти, испытывать и понимать. Это стремление приводит ее к инкарнации в материальном мире, где полно вызовов и возможностей для роста. Решение души инкарнироваться проистекает из ее желания для роста и самопознания. Физический мир служит школой, предлагая такие опыты, как эмоции, отношения и вызовы, которые невозможны в ее первоначальном состоянии. Каждая душа имеет уникальную миссию, сосредотачиваясь на изучении конкретных уроков, таких как сострадание, прощение, любовь к себе или смелость. Эти уроки помогают уточнять душу, приближая ее к ее божественной сути и способствуя эволюции сознания. Эта миссия не связана с мирскими достижениями, а с духовным ростом и выполнением своей роли в большем космическом замысле. Но если наши жизни являются частью глобального космического замысла, то все это в определенной степени напоминает игру. В таком контексте, возможно, было бы более уместно и воспринимать ее с позиции игры, наблюдая за происходящим как игрок и рассматривая сам процесс как игру. И хотя многие древние традиции действительно воспринимаются серьезно, в них можно найти элементы, которые позволяют трактовать жизнь как игру и подчеркивают важность легкости в восприятии. В некоторых древних текстах и учениях действительно можно найти упоминания, которые можно трактовать как игру или легкость восприятия. Например, в буддизме Будда говорит о веселой природе жизни, призывая не зацикливаться на страданиях, а воспринимать их как часть пути к просветлению. Это может восприниматься как приглашение к легкости. В индуизме концепция лила – игра – подразумевает, что боги играют в мир, создавая и разрушая, что также позволяет видеть жизнь как игру, в которой мы участвуем. Древнегреческие философы, такие как Платон, говорили о жизни как о игре в поисках истины и знания, что может восприниматься как более легкий подход к серьезным вопросам. Кроме того, в даосизме подчеркивается естественность и спонтанность жизни, что также можно рассматривать как призыв к игривости и легкости в восприятии жизненных ситуаций. Даосизм акцентирует внимание на концепции увэй – недеяние, которое подразумевает естественное течение жизни без лишних усилий. Это учение призывает к легкости и гармонии с природой, позволяя событиям развиваться естественным образом. В японской и китайской философии, а также в даосизме, действительно можно найти идеи, касающиеся легкости бытия. В китайском чань и японском дзен-буддизме также подчеркивается простота и непосредственность восприятия. Они считают, что практика медитации помогает избавиться от лишних мыслей и увидеть жизнь в ее естественной легкости. Японский синтоизм рассматривает природу и ее элементы как священные,
что придает повседневной жизни легкость и радость, позволяя людям находить красоту в простых вещах. Кроме того, философия самураев, бушидо, включает в себя элементы легкости, где важна не только доблесть, но и умение находить радость в жизни, даже в условиях строгих правил. Таким образом, в японской и китайской философии можно найти множество идей, которые подчеркивают легкость бытия и гармонию с окружающим миром, предлагая альтернативный взгляд на жизнь, который не всегда воспринимается серьезно. Перед своей первой инкарнацией душа тщательно выбирает обстоятельства, которые соответствуют ее цели и урокам, которые ей нужно усвоить. Душа выбирает физические черты, включая генетические факторы, способности и потенциальные проблемы со здоровьем. Эти характеристики не случайны, а адаптированы к росту души. Душа идентифицирует людей, которых она встретит в жизни, таких как родственные души, наставники или противники, которые играют ключевые роли в ее развитии. Эти выборы формируют план души. И первая инкарнация является основополагающей, сосредоточенной на выживании и понимании материального мира. Со временем душа учится балансировать физические и духовные аспекты. Физический мир представляет резкие контрасты по отношению к первоначальному состоянию души. При инкарнации душа испытывает разделение со своим божественным источником, создавая чувство двойственности и изоляции. Это может привести к путанице, страху или тоске по божественной связи, часто описываемой как тоска по божественному. Кроме того, душе необходимо адаптироваться к физическим ограничениям, таким как время, пространство и человеческие эмоции, которые необходимы для ее роста и эволюции. Даже в своей первой инкарнации душа не одна. Духовные проводники, сущности света или высшего сознания сопровождают душу, предлагая мудрость и поддержку. Хотя эти проводники предоставляют тонкое ободрение и помогают ориентироваться в физической реальности, душа сохраняет свободу воли и может выбирать, принимать или игнорировать это руководство. Душа также поддерживает глубокую связь со своим божественным происхождением, что проявляется как интуиция, сны или моменты ясности, напоминая ей о ее высшей цели и миссии. Но что происходит после этой жизни? Как душа решает, куда идти дальше и когда, если вообще возможно, полностью освободиться от этого цикла? После ухода из физического тела душа переходит в состояние между жизнями, где она находится в чистом сознании, свободном от ограничений материального мира. В этом состоянии душа размышляет о своей прошлой жизни, восстанавливает связь с духовными проводниками и начинает готовиться к следующей инкарнации. Эта сфера не связана с вознаграждением или наказанием, а служит местом для обучения и роста. Одним из ключевых моментов является обзор жизни, где душа рассматривает свои действия и выборы с более широкой перспективы. Она заново переживает свои поступки и их влияние на других, что помогает лучше понять последствия своих действий. Этот процесс позволяет душе увидеть, где она выросла и где ей еще предстоит учиться. Карма играет важную роль в этом процессе. Она не является наказанием, а касается баланса и роста. Каждое действие и эмоция создают энергетические волны, которые возвращаются к душе. Например, душа, причинившая вред, может в следующей жизни столкнуться с подобной ситуацией, чтобы развить эмпатию. Добрые поступки, в свою очередь, могут привести к положительным возможностям в будущем. Душа также формирует контракты с другими душами, определяя ключевые отношения в следующей жизни, такие как семейные роли или романтические партнерства. Эти контракты предназначены для обучения определенным урокам. Например, душа может выбрать родиться в определенной семье, чтобы научиться терпению.
После обзора жизни душа начинает процесс проектирования своей следующей инкарнации. Она выбирает физические черты, такие как пол и внешность, а также динамику семьи, которая поможет ей в обучении. Хотя большая часть следующей жизни запланирована, душа сохраняет свободную волю, что позволяет ей реагировать на жизненные события уникальными способами. Если душа избегает запланированного вызова, могут возникнуть новые возможности, чтобы гарантировать, что она усвоит задуманный урок. Вселенная постоянно корректирует свои действия, чтобы поддерживать рост души, предлагая творческие способы достижения ее духовных целей. Как только планирование завершено, душа готовится к реинкарнации. Это включает в себя пересечение завесы, которая отделяет духовные и физические сферы, что заставляет душу забыть свои прошлые жизни и планы до рождения. Это забвение обеспечивает то, что опыт души в материальном мире кажется подлинным и спонтанным. Отсутствие памяти о прошлых жизнях может быть защитным механизмом, который позволяет душе сосредоточиться на текущем опыте. Если бы мы помнили все свои ошибки и страдания, это могло бы мешать нашему росту и развитию в настоящей жизни. Жизнь в настоящем моменте позволяет нам учиться и расти, не отвлекаясь на прошлые переживания, создавая пространство для новых уроков и возможностей. Карма, как учитель, предоставляет нам возможности для роста через текущие испытания. Без памяти о прошлых жизнях мы можем свободно принимать решения и учиться на своих действиях в этой жизни, не привязываясь к прошлым ошибкам. Работая над собой, занимаясь саморефлексией и развивая осознанность, мы можем понять свои действия и их последствия, что позволяет извлекать уроки из текущих ситуаций и выбирать более мудрые пути. Духовные практики, такие как медитация и йога, углубляют связь с собой и помогают понять внутренние мотивы. Каждый опыт — это возможность учиться. Даже если мы не помним прошлые жизни, мы можем извлекать уроки из своих текущих действий и отношений. Несмотря на то, что может показаться, что есть некий высший замысел, важно помнить, что мы — сотворцы своей реальности. Герметическая философия подчеркивает, что у нас есть свобода выбора, и мы не просто марионетки в игре свыше. Каждый из нас ответственен за свои действия и их последствия. И тут неизбежно возникает вопрос. Я понимаю, что могу учиться на своих ошибках в текущей жизни, но когда возникают проблемы, связанные с кармой прошлых жизней, или с ошибками родственников из предыдущих воплощений, не вызывает ли это у вас чувство странности? Почему мы должны искупать чужие ошибки, которые не совершали сами? Однако, карма не всегда является индивидуальным явлением. Она может включать в себя связи и взаимодействие с другими душами, включая членов семьи. Это означает, что некоторые уроки и испытания могут быть связаны с кармическими последствиями, имеющими более широкий контекст, чем просто одна жизнь. Семейные связи могут создавать кармические узлы, где проблемы и ошибки одного поколения влияют на следующее. Это связано с эмоциональными травмами, неразрешенными конфликтами или определенными паттернами поведения. В результате мы можем столкнуться с испытаниями, которые требуют исцеления не только для нас, но и для всей семейной системы. Хотя может показаться несправедливым, что мы должны искупать чужие ошибки, это предоставляет уникальную возможность для исцеления и трансформации. Осознание этих связей позволяет нам изменить свою жизнь и оказать положительное влияние на будущее поколение, освобождая их от повторения тех же ошибок. Каждая проблема, даже если она кажется связанной с чужими ошибками, может стать уроком для нас. Это возможность развить сострадание, понимание и мудрость, которые помогут нам стать лучшими версиями себя.
Мы можем использовать эти испытания как способ личного роста и духовного развития. Важно помнить, что у нас есть свобода выбора в том, как реагировать на эти испытания. Мы можем выбрать путь прощения, исцеления и роста, а не оставаться жертвами обстоятельств. Это подчеркивает нашу способность влиять на свою жизнь и судьбу. Таким образом, хотя проблемы, связанные с кармой прошлых жизней или родственников, могут казаться странными и несправедливыми, они также представляют собой возможности для глубокого роста и исцеления. Несмотря на это, тонкие напоминания о цели души продолжают существовать. Они могут проявляться как инстинкты, мечты или глубокий внутренний зов. На протяжении всей жизни душа руководствуется этими внутренними сигналами и влиянием своих духовных наставников, которые остаются постоянным источником поддержки и мудрости. Реинкарнация подобна школе. Каждая жизнь — это классная комната, где вы учите уроки, очищаете кармические долги и развиваетесь. Тогда что определяет нашу следующую семью и наши следующие испытания? Все зависит от энергии, которую вы перенесли, кармы, которую вы накопили, и контрактов, которые вам еще предстоит выполнить. Освобождение или свобода от цикла реинкарнации не означает побега от жизни, а подразумевает преодоление иллюзий и ограничений материальной сферы. Это позволяет душе существовать в гармонии со своим божественным источником, испытывая единство, мир и безграничное творчество. Это состояние, известное как просветление, является предметом празднования в различных духовных традициях. Душа становится полностью осознанной своей божественной природой, сбрасывая иллюзии, создающие разделение. В этом состоянии душа может выбрать оставаться в высших измерениях существования или вернуться на физическую плоскость в качестве наставника или учителя, освобожденного от кармических обязательств. Достижение освобождения — это постепенный процесс духовного пробуждения и мастерства, требующий от души освобождения от привязанностей, разрешения кармы и согласования с универсальными истинами. Путешествие начинается с культивирования самосознания. Душа должна распознать свои шаблоны, желания и страхи, понимая, как они связывают ее с материальным миром. Внутренняя работа часто включает в себя решение нерешенной кармы и исцеление ран из прошлых жизней путем прощения других, поиска прощения и освобождения от обид. Душа освобождается от энергетических связей, которые поддерживают цикл реинкарнации. Привязанности к людям, вещам и результатам привязывают душу к физической плоскости. В частности, герметический принцип ментализма учит, что реальность формируется мыслью. Когда душа цепляется за материальные желания или страхи, она усиливает свою связь с циклом реинкарнации. Отстраненность не означает отказа от любви или ответственности, но включает в себя полное переживание жизни без зависимости от внешних факторов. Отстраненная душа может глубоко любить, страстно работать и ценить красоту жизни, оставаясь свободной от зависимости от результатов. Освобождение требует гармонии с универсальными принципами, управляющими существованием. К ним относится признание того, что каждое действие создает волны, влияющие на путь души, понимание взаимосвязанности всех вещей и действия, которые почитают это единство, повышение своей вибрационной частоты через мысли, эмоции и действия, которые резонируют с любовью, истиной и гармонией. Живя в согласии с этими законами, душа становится сознательным сотворцом с божественным, преодолевая физические ограничения. Последний шаг к освобождению — это осознание единства всего существования. В материальном мире душа воспринимает себя как отдельную от других и от божественного.
Пробуждение единого сознания растворяет эту иллюзию, позволяя душе испытать свою истинную природу как часть бесконечного целого. Это пробуждение часто возникает через глубокие духовные практики, такие как медитация, молитва или мистические переживания, но оно также может происходить спонтанно, вызванное глубокой любовью, утратой или моментами прозрения. Душа достигает освобождения, когда она усвоила уроки, которые искала в материальном мире. Эта веха не диктуется внешними силами, а определяется готовностью души к трансцендентности. Признаки души, приближающейся к освобождению, включают снижение привязанности к материальному успеху или неудаче, а также глубокое чувство внутреннего покоя, независимо от внешних обстоятельств. Также характерны непоколебимая любовь и сострадание ко всем существам, стремление вернуться к божественному источнику и желание бескорыстно служить другим. На этом этапе душа выбирает свой следующий шаг. Некоторые души восходят к высшим измерениям, исследуя и создавая в более тонких сферах. Другие могут выбрать реинкарнацию не по необходимости, а как просветленные наставники или учителя, чтобы помочь другим.